Привет! Это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали. Воровать – это плохо? Пишет мне едва определившийся с карьерой молодой чиновник. Воровать, конечно же, плохо. У людей точно воровать плохо. У разных там виртуальных сущностей, да не, нормаляк. Как говорила моя бабушка, Андрей, воровать это плохо. Но уж если украл, хватить должно на всю оставшуюся жизнь. Это ответ молодому чиновнику. Ты против атомной энергетики? Как говорят работники атомной станции Дай-6. Я против последствий техногенных катастроф. А вообще атомная энергетика – это топчик. Дешевая, полезная, экологически чистая. Побольше бы вам атомных реакторов. Я так считаю. Почему экономика должна расти? Если учесть, что современный рост экономики увеличивает неравенство между богатыми и бедными, то, мне кажется, для этих целей и должна расти, чтобы богатые богатели, а бедные беднели. Других причин не вижу. Я бы остановился, если человеку все достаточно. Куда дальше-то расти? Вы же не собираетесь вырасти до 3 метров. Есть принцип разумного. Так что я думаю, что в экономике то же самое. Так что это глобальный заговор. Ты был в спермбанке? Да, делал взносы. Нет, я там не был. Как-то, когда мы сидели летом на работе и нам нечего было делать, то была идейка, что мы здесь вот тупим, пойдемте делами займемся. Наверное, было бы полезно. Но я не был. Доширак – это еда? Я, признаюсь, не часто ел доширак в его положенном виде, а вот как такие сухие макарошки, как сушки, я с удовольствием. Но очень давно. В принципе, тоже еда. По-моему, даже не очень вредно. Макарошки да, а вот всякие приправы не. Ты умеешь танцевать? Нет, не умею, но люблю. Примерно то же самое, как с пением. Да как у всех. Хотя в 1 классе ходил на бальные танцы, но не сильно успешно. Что поделать? Как ты относишься к стереотипам? В отношении себя не разрушаю. Во-первых, это бесполезное занятие. Во-вторых, они какие-то такие прикольные. То есть, если бы я пытался навесить на себя такие регалии, мне бы просто не удалось. А люди так классно все это выдумывают. Но вообще стереотипы, они позволяют упростить способы мышления. Когда тебе сразу все понятно. Зачем вдаваться в подробности? Я за легкую жизнь, если это не стереотип. А нужно ли высшее образование? Вот, разрушаем стереотипы зачем-то. Для походов в спермбанк нет. Так что на старте можно определиться, надо, не надо. Конечно, высшее образование сегодня претерпевает трагические изменения. Слишком динамично все идет. Но как базис, такой фундамент, наверное, да. Но открытость мира, мне кажется, эту фундаментальную часть может легко заменить интернет. Приходите ко мне, учитесь. Не хочешь себе пластическую операцию? Вот тут бы, конечно,
Не надо учиться у меня в интернете. Здесь я за высшее образование, за базис, за вот эти вот дальнейшие продвижения. А что касается операции, думаете, пора что-нибудь увеличить или уменьшить? Нет? Нет, я за принятие себя. Ну, кроме чистки зубов, конечно же. Вопрос от звезды. Я не знал, что должен отчитываться перед гаражным кооперативом в своей личной жизни. Приходится. Нет больше ничего личного. Все вокруг общественное, мы все ходим под огромной лупой. И все нас видят. Такой информационный век открытости. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и звоните в колокольчик.